Антон Чехов. Ванька. Был 2 час ночи. Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная. Из заоблачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен. Около ресторана извозчики дороги, думал Котлов. Нужно отойти немного. Там дальше дешевле, и к тому же мне пройтись надо. Я объелся и пьян. Около Кремля он нанял ночного Ваньку. «На Якиманку!» — скомандовал он. Ванька, малый лет 25, перечмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохонькой рысцой. Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный. Поглядишь на его заспанное толстокожее угреватое лицо и сразу определишь в нем извозчика. Поехали через Кремль. «Который теперь час будет?» — спросил Ванька. «2», — ответил коммерции советник. «Да, теплее стало. Были холода, а теперь опять потеплело. Эй, хромаешь, подлая, эй, каторжная!» Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине. «Зима!» — продолжал он, поудобнее усаживаясь, оборачиваясь к седоку. «Не люблю. Уж больно я зябкий. Стою на морозе и весь коченею, трясусь. Подуй холод, а у меня уж и морда распухла. Комплекция такая. Не привык?» «Привыкай. У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо. Человеку ко всему привыкнуть может, это действительно ваше степенство. До покеда привыкнешь, так раз 20 замерзнешь. Нежный я человек, балованный, ваше степенство. Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали, царство им небесное. Как породили меня на теплой печке, так до 10-го годка и не снимали от Теда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная. Любимой у них был. Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывало, чей босиком не пробеги, простудишься миленькой, словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет. Мать побьет, отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в 3 шубы кутает, словно ты в Москву собрался, алим Киев. Разве богато жили? Обнаковенно жили, по-мужицки. День прошел, и слава Богу, богаты не были. Да и с голоду, благодарить Бога, не мерли. Жили мы, барин, в семействе. Семейством, стало быть. Дед мой тогда жив был, да коло него 2 сына жили. Один сын, отец мой, то есть, женатый был, другой неженатый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху. Ну и баловали. Дед тоже баловал. У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он в воображении в себе имел такое, что я не пойду по мужицкой части. Тебе, говорит Петруха, лавку открою. Расти. Напускали на меня нежность, напускали, холили. А вышло потом такое недоразумение, что совсем не до нежности. Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда деньги. 1002 было. Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье. Лошадей,
Продали коров. Отец с дедом наниматься пошли. Известно, как это у нас в крестьянстве. А меня, раба Божьего, в пастухи. Вот она и нежность-то. Ну, дядя-то твой, он чего? Он ничего. Как и следоват. Снял на большой дороге трактир и зажил припеваючи. Годов через 5 на богатой серпуховской мещанке женился. 1008 за ней взял. После свадьбы трактир сгорел. Отчего это самого ему не гореть, ежели он в обществе застрахован? Так и следоват. А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку. Теперь, говорят, богат стал, и приступу к нему нет. Наши мужики хабаровские видели его тут, сказывали. Я не видел. Фамилия его будет Котлов, а по имени-отчеству Иван Васильевич. Не слыхали? Нет, ну, поезжай скорее. Обидел нас Иван Васильевич, ух, как обидел. Разорил и по миру пустил. Не будь его, нечто я мерз тут при своей этой комплекции, при моей слабости. Жил бы я, да поживал в своей деревушке. Эй. Звонят заутренне. Хочется мне Господу Богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку. Ну да Бог с ним. Пусть его Бог простит. Дотерпим. Направо к подъезду. Слушаю, ну, вот и доехали, а за побасенку пятичишка следовало бы. Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его Ваньке. Прибавить бы следовало, вез ведь как, да и почин. Будет с тебя. Барин дернул за звонок и через минуту исчез за резною дубовую дверью, а извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно. Подул холодный ветерок. Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава. Он не привык к холоду, балованный.